Добрый вечер. Или день, или утро, мужики. Девочки, вы тоже, кстати, оставайтесь. Будет интересно. Будет даже очень обидно, если вы уйдете. Слушайте сюда. Сегодня я расскажу вам о женщинах. То, что не расскажет ни один психолог в галстуке за 15 тысяч в час. Потому что психолог в галстуке скажет: попробуйте понять потребности женщины. Будьте эмпатичнее, уделяйте внимание и активнее ее слушайте. А я скажу правду. И для этого нам понадобится один старый итальянец. 500 лет назад один чувак написал книгу. И его называли дьяволом. Его проклинали короли, а церковь сжигала его труды на площадях, как коноплю после ее изъятия. И его звали Никколо Макиавелли. И сегодня я расскажу вам, что этот старый хитрый итальянец понял про женщин такого, что у современных гуру отношений до сих пор икота. Вопрос номер 1. Причем самый важный. Честно, ответьте себе. Ты когда-нибудь делал что-нибудь такое для женщины, чтобы было всегда все правильно? Цветы, рестораны, ипотека, ремонт квартиры, тещин день рождения, теплый плед, какао, кофе, сериалы по вечерам. Но она все равно от тебя ушла. Напиши, кстати, в комментариях, да или нет. Просто 2 слова. Я серьезно. Я потом прочитаю. Мне очень важно знать, сколько нас тут таких собралось. Так вот, Макиавелли вовсе никакой не злодей, не манипулятор, но все же он был изгнан. Изгнан из своего государства, из своей страны, унижен, сломлен, а потом его посадили. И пока он сидел в тюрьме, знаете, что он понял? Что люди не такие, какими хотят казаться, а люди, они такие, какие они есть. Пока другие философы писали: люди должны быть добрыми, светлыми и пушистыми, как котики в ТикТок, Макиавелли писал: люди – это обезьяны с палкой. И если ты этого не понимаешь, то рано или поздно они сожрут тебя с потрохами и даже не подавятся. И знаете, кого это бесит больше всего? Правильно, женщин. Потому что они чувствуют эту правду кожей. Но при этом никогда в этом не признаются. Дядька Макиавелли заметил одну простую вещь. Люди остаются верными кому-либо только до тех пор, пока им это выгодно. Короли предают союзников, солдаты бегут с поля боя. Друзья исчезают, когда ты оказываешься в заднице, причем буквально. Звонок: брат, ты где? Я в заднице. О, извини, у меня тут котик из окна выпал. Я потом как-нибудь перезвоню. И все. Ни друзей, ни подруг. Я сам себе хороший друг. И любимые женщины тоже, кстати, исчезают. Так же быстро, как и зарплату, которую платят только раз в месяц. И они исчезают не потому, что они плохие, не потому, что ты козел, а потому что это природа человека. Когда исчезают ценности, исчезают и привязанности. Вот представьте, вы купили себе iPhone за 150 тысяч рублей. Самый новый, самый модный, самый дорогой, с камерой, которая буквально видит все ваши грехи. И носите с ним. Чехольчик к нему купили новенький, пленочку наклеили и дышите на него, пылиночки сдуваете. А через месяц выходит новый, а ваш уже не тот. Он устарел.
Ну и что вы сделаете? Вы его выкинете? Конечно же нет. Потому что деньги же потрачены, но в руках его держать будет уже не так трепетно. И не так интересно. Потому что он для вас теперь просто телефон. А новый, вот он, блестит. Лежит на витрине и дразнится. Вот с женщинами точно так же. Только они об этом не говорят. Потому что это же не про меня. Я же не вещь. Я люблю своей душой. И я вообще не такая. Я жду трамвая. Я особенная. У меня духовный мир богатый. Конечно, богатый. Но вот странно. Когда появляется в жизни чувак с айфоном помощнее или на гелике с бицухой и с загаром из Дубая, ситуация почему-то тут же меняется. И вот ты стоишь такой с цветочками, с ипотекой, с ремонтом в ванной, который своими руками сделал, а она смотрит на тебя и видит прошлогоднюю модель. Давайте честно, нам втирают, женщины хотят цветы. Хотят романтику, свечи, массаж, стихи при луне и завтрак в постели. Ну, чтобы каждый день, как в Инстаграме. А потом говорят, женщины хотят всегда денег. Машины, квартиры, статус, чтобы женщина чувствовала себя в комфорте. А Макиавелли видел все гораздо глубже. На самом деле, за всеми капризами, за всеми «ты меня не понимаешь», за всеми истериками, за всеми этими «отойди, подойди, у меня болит голова» стоит одно слово – безопасность. Не финансовая, хотя и она тоже, а прежде всего эмоциональная, психологическая и физическая безопасность. Женщине нужно знать, этот мужик никогда не сломается. Не убежит, не бросит, не предаст и не развалится по пути, когда придет реальный полный трындец. И женщины ищут не какого-то там принца на белом коне с яблоками. Они ищут крепость. Крепость, за стенами которой можно ничего не бояться. Где можно быть слабой, где можно быть женщиной. Где можно ныть, капризничать, хотеть шубу и при этом знать, твой мужик выдержит все. И не сбежит в магазин за пивом, не ляжет на диван умирать. И если ты в этой жизни сам рутина, как болото, прости, мой дорогой друг, но женщина сбежит от тебя обязательно куда-нибудь туда, где стены покрепче. Без злобы, без объяснений. Ну, возможно, просто закатит истерику, а потом просто уйдет. Потому что рыба всегда ищет там, где глубже, а человек там, где лучше. И так всегда. Кстати, девушки, которые меня сейчас смотрят, давайте признавайтесь, только честно. Вон там внизу в комментариях пишите. Только вот без этого всякого «я не такая, я жду трамвая». Если ваш мужик в кризис ложится на диван, включает телек и накрывается пледом, и при этом говорит «все». Все пропало, капец, мы скоро умрем, бензин опять подорожал, в мире кризис, все плохо, все очень плохо. Что вы будете делать? Вы будете жалеть своего мужика? Или вы будете вещи ему собирать потихонечку, пока он спит? Или, скорее всего, закатите ему скандал без причины, а потом все равно вещи собирать. И вот тут большинство мужиков начинают тихо беситься. Ах,
Они какие-то не такие. Все они одинаковые, в одной школе учатся. Меркантильные твари. А любви не существует. Все продается и покупается. А все бабы продажные, все потребительницы, дуры. И вообще баба это зло. Спокойнее, братья. Спокойнее. Остыньте. Любовь, настоящая любовь, она существует. Впрочем, как и настоящие женщины. Но любовь нужно заслужить. Любовь не требует, не ждут, не вымаливают и не покупают цветочками. Ее заслуживают реальными поступками и делами, а не вот это он все вот сю-сю-сю, люблю, куплю, летим, я достану с неба тебе вот эту звезду. Кстати, Макиавелли, странный, конечно, был тип, но он говорил, люди не способны любить. Он говорил, что любовь живет там, где есть только ценности, а там, где ценностей нет, любви нет. Так что создавайте ценность в себе. Станьте опорой прежде всего для самого себя. Так сказать, постройте свой внутренний стержень и обмотку для начала. Станьте крепостью внутри самого себя. И тогда тебе не нужно будет гоняться за женщинами. Не нужно что-то будет им доказывать, и не нужно их выпрашивать и умолять. Они придут сами. Прилетят, как мотылечки на лампочку, потому что крепости не бегают за людьми. И за бабами в том числе. Крепостям приходят сами. Был у меня один друг. Хороший такой парень. Добрый, верный, веселый. Работал, кстати, на 3 работах, чтобы обеспечивать ее, свою любимую. Носил на ручках буквально. Заносил прям в дом через порог. Цветочки каждую неделю. А она все равно почему-то ушла. И знаете к кому? Какому-то фитнес-тренеру. С зарплатой в 3 раза меньше, чем у него. Причем снимающему квартиру. Без машины, без бабла, но зато с кубиками пресса. И взглядом голодного волка. И, значит, приходит друг такой ко мне и говорит. Плачет практически. Ну как так? Я же все для нее. Все для нее. Квартиру купил, ремонт, шубу, собаку породистую ей. А она меня бросила. И ради кого? Ради качка без бабла. Что в нем такого, чего нет у меня? А я смотрю на него, ржу и говорю: дорогой мой друг, она не ушла к нему, она ушла просто от тебя. Потому что ты был предсказуемым чувачком, ты был удобным, ты был безопасным в плохом смысле этого слова. Как теплый тапок. Теплый, мягкий. Дома надеваешь, кайф. Но на свидание в таких тапках не ходят. И другим особо не похвастать своими тапками. А он это тренер. Он был опасным волком, непонятным, непредсказуемым. И женщинам, кстати, именно нравятся такие. Им нужна именно вот такая смесь. Крепость внутри, которая, ну как прям огонь. А не крепость внутри, которая, ну вот, на диване с пультом. И с носками на ковре. 500 лет назад один человек
написал правду. И мир пытался ее заглушить. Сжег книги, проклинал его имя, но не вышло. Потому что правда не умирает никогда. Она просто ждет. Она ждет, пока ты будешь готов ее принять и услышать. И сегодня, дорогой мой друг, ты ее услышал. Правда в том, что нужно быть непредсказуемым, непонятным, но при этом теплым, безопасным и удобным. А теперь мой последний вопрос, третий и самый важный. Что лично ты, мой дорогой друг, готов изменить сам в себе? И не завтра, не послезавтра, а прямо сейчас. Ну, чтобы стать крепостью, а не рутиной и болотом. Сделать какое-то одно действие, конкретное. Ну, например, не вот это вот все, я буду работать над собой, потому что это ни о чем, а прям конкретно. Ну, например, запишусь завтра в спортзал и переплюну этого качка. Перестану, в конце концов, ныть и валяться на диване с пивасиком. Начну качаться. Брошу бухать, не буду курить. Буду бегать 108 кругов вокруг дома. Ну или напишу ей в конце концов смс-ку и закончу этот бессмысленный трэш, который тянется уже годы. А ну ее к черту, эту бабу. Не оценила меня золотого, а я хороший мужик. В общем, пиши в комментариях. Кстати, я в них реально отвечаю. Ну и не только я. Иногда там отвечает голубоглазая блондинка. Ну, для тех, кто не знал. Потому что я это не бот и не создание ИИ. Я не нейросеть. Отвечаю и пишу каждому, кто напишет. Напишет про свои конкретные действия. Отвечу лично, даю всем слово. Ну а напоследок, Макиавелли, кстати, в конце жизни сказал одну фразу. Ее редко, кстати, цитируют, потому что она неудобная. Я предпочитаю ад, потому что там можно обсуждать политику с великими мыслителями прошлого. А в раю сплошные нищие духом, которые при жизни боялись жить и просто поют песенки. Вот и я, так же, как и Макиавелли, выбираю лучше гореть мне в аду. Потому что там вы, мои дорогие братья, те, которые готовы слушать и видеть правду, те, которые не боятся своих собственных изображений в зеркалах. А чтобы не потеряться по дороге в пути, подписывайтесь. Кнопка вот там вот внизу, а ссылка в описании. И всегда помните, дорогие мои братья, крепости не бегают за бабами и за людьми. Крепостям приходят сами. А еще умный в гору не пойдет. Умный гору обойдет. А если к тебе никто не приходит, может быть, ты никакая не крепость? Может, ты просто хомяк? В общем, подумай об этом на досуге. Всем любви. Настоящей такой любви. Умной, взаимной и радостной. В общем, подписывайся, мой дорогой друг, потому что дальше будет еще жарче.